Шпион! Шпион! Лови шпиона, мужики! Вон он! Вон он побежал! Лови! Лови шпиона! А, это шпионка, я смотрю. Надя Савченко. Надя Савченко снова шпион, знаете. Ну и ввиду того, что он шпион Кремля, то Кремль, конечно же, зателеграфировал и пишет: Толя, макни двух экспертов, которые... Просто двух. Давай двух дернем. Нет времени и желания разбираться с этим дерьмом, потому что имя ему легион, их очень-очень-очень много, это стадо. Дернем двух за ушко. Вот это вот потянем. Кто это там у нас с лицом обиженного мопса? Ну, я взагалі схиляюсь до думки, що Надію Савченко треба позбавити депутатської недоторканності і видати постанову про її арешт, тому що ми маємо чітко справу з фактом державної зради. Государственная измена, лишить депутатской неприкосновенности, арестовать. Ну, лучше всего расстрелять. Это анекдот, знаете, освобожденная Надежда Савченко сидит в тюрьме. Сегодня я хочу поговорить о теме, которая коснулась, безусловно, каждого украинца, независимо от того, где он живет. О запорах или о чем? И речь пойдет о настоящем подлинном герое Украины Надежде Савченко, которая сегодня стала буквально в смысле символом надежды новой Украины. Так ты что сегодня хочешь символ надежды новой Украины посадить? Я думаю, що тут йдеться не про політичну відповідальність, а саме про кримінальну відповідальність. Закрыть ее в темную. Митинги, которые сегодня произошли в поддержку Надежды Савченко, абсолютно на всех континентах, они свидетельствуют о том, что Надежда Савченко стала для Путина приблизительно тем, чем в свое время был академик Андрей Сахаров для режима Леонида Брежнева. Да, пожалуй, самое мое любимое его высказывание, оно уже когда-то у меня звучало. Да и этот эксперт у меня уже когда-то был. А сегодня он высказался по тому, что совершила Надежда. Може вони будуть неефективні, скажіть, якщо сьогодні один з лідерів терористів назвав Надію Савченко їхнім представником в Верховній Раді. Мені здається, що тут немає перебільшення, це чітка оцінка її діяльності. Можливо, її треба до Нового року нагородити однією з медалей Донецької чи Луганської Народної Республіки. Да, наградить ее и все такое, но он же говорил, что Кремль идет на любые попытки дискредитировать Надежду Савченко. Будь бдителен, товарищ. Осознавая это, Кремль сегодня идет на любые попытки дискредитировать Надежду. Ще раз повторюсь, народний депутат Надія Савченко вчинила акт державної зради, і вона має бути притягнута до кримінальної відповідальності. Должна быть привлечена к уголовной ответственности. И понимая это, мы же должны... Понимая это, мы сегодня должны использовать всю возможную мощь, а сегодня на нашей стороне полностью поддержка большинства стран мира, для того, чтобы напомнить о судьбе украинской героини. Если мы ее лишим депутатской неприкосновенности, заведем уголовное дело и посадим в тюрьму, государственная измена, это сколько там, десяточка коряжится, то мы напомним как раз таки всему мировому сообществу, что мы очень последовательны и умны. Ни в коем случае нельзя вести переговоры с террористами. О, это уже блок Петра Порошенко. Но агитировать за партию регионов, как это он делал в свое время, вполне таки возможно. Мне интересно другое. Вот нельзя вести переговоров с террористами, и я согласен на все 100%. Мне просто другое интересно. А каким образом покупается уголь на временно оккупированных территориях? И как он приезжает на территории, контролируемые Киевом? Без переговоров. Просто так... деньги забрасываются через забор, да, условно говоря, и оттуда уже приходит вагон. Никто ни с кем не договаривается. Да? Нужно, чтобы мы понимали вот на таком официальном уровне, потому что народный депутат Украины – это официальный представитель страны. Может быть, Надежда это еще не понимает, тогда жаль. Ну, як вся країна, знаю як нашу українську героїню, але особисто я не був знайомий з нею до її полону. Але цей символ має дуже принципову позицію з усіх питань. Ну і слава Богу. Слава Богу, це хорошо. Ніхто це не заперечує. І це буде ще один депутат з принциповою позицією у Верховній Раді, це буде ще один делегат України в ПАРЄ. Видите, как хорошо, что у Надежды Савченко есть своя уникальная позиция. Это очень хорошо, это очень хорошо. А сегодня это уже не очень хорошо. Если бы кто-то из депутатов БПП сделал подобное, я бы ставил вопрос об его исключении из фракции. Так у нее же какая-то своя особая позиция. Она же такой ершистый, но наш политик. А вчера была нормально это, что у нее своя позиция, а сегодня уже исключить ее из фракции. Прізвище Савченко знає, там, повірте мені, всі міжнародні наші партнери. Но юридической реакции, к сожалению, особо быть не может. Что народный депутат Украины, его очень тяжело каким-то образом там привести к ответственности, что называется. В этом есть проблема.
Не может быть юридической реакции, а жаль, так хочется ее посадить, так хочется посадить, а вот тогда вот как раз таки очень хорошо, самое главное, что она будет уже свободной, в свободной Украине. Ви знаєте, головне, що вона повернулася, вона є вільна, і вона є вільна в вільній Україні. И она сама выберет свой путь. Сама выберет свой путь, серьезно. Потому что это в царстве тьмы. Знаете, где она сидела, там нельзя иметь собственное мнение. А у нас, в свободной стране, где ее сейчас очень хотят закрыть, свободное мнение ты можешь иметь без проблем. Вперед! І вона сама собі обере свій шлях політичний, життєвий. Для того ми всі і боролися. К сожалению, мы стали свидетелями того, как миф о Наде оказался больше самой Нади. И это очень грустно, но нужно понимать, что если это так произошло, нужно отдавать себе отчет в этом, и не нужно дать, безусловно, возможность Кремлю через кого угодно, любыми способами манипулировать Украиной, украинской общественностью. Це велика перемога України, бо дуже багато людей співчували Надії по всьому світові. І те, що вона повернулась додому, це є символ того, що ми зможемо повернути там і Крим, і Донбас, і взагалі повернути нормальне життя в нашу країну. И опять символ. То, что Надя вернулась домой, является символом того, что мы сможем вернуть не только оккупированные территории, но также вернуть нормальную жизнь в Украину. А если мы ее посадим, это будет символом того, что мы можем забыть и забыть о нормальной жизни в Украине. Да? Получается, что если Надя символ Украины, значит мы Украину что, в тюрьму посадим? Ну, знаєте, якщо прибрати всі недипломатичні висови, трошечки скоригувати текст, то я б підписався під кожним словом, який сказав Юрій Береза, тому що насправді... О, да, и под чем бы ты там подписался? Это тоже знатный эксперт, Черновол. Что сказал Юрий Береза, во-первых, штатная истеричка Верховной Рады? Ця особа зараз стала маріонеткою в руках Кремля. Ця особа абсолютно зараз не дає собі звіт, мені здається, не віддає звіт в тому, що вона є українським політиком. А зараз ця особа під назвою народний депутат. Я чітко знаю, що тільки не ця, знаєте, така божевільна особа, а оце весь козлячий цирк під назвою Надя Савченко. Я не бачу сенсу знаходитися з цією особою навіть в одному приміщенні. До блаженства божевільної особи. Зрозумійте, її танцює Медведчук. На визгливую истерику, обычную для него, не перешел, потому что когда по телефону говоришь, трудно, забрызгиваешь мембрану, вот это очень сложно. И все в слюнях, кому это надо, правильно? А что говорил Черновол вот вчера? Надія є дійсно дуже потужною видатною постаттю. Вона герой, вона борець. Наскільки Надія Савченко сама є керована, чи є вона засаною нам троянським конем ще давніше підготовленою? Це може бути, згадайте, Вже сьогодні ряд політичних аналітиків дуже активно, упереджуючи, почали запускати фразу «от вона буде там прекрасним то-то-то-то, якщо її там не замають або не куплять». Что у него вообще какое-то биполярное расстройство. То он говорит, что она типа шпионка, там троянский конь. То он говорит, что некоторые говорят, что если ее купят, а это абсурдно, потому что если ее Путин там не сломал, то кто же ее здесь сломает, а? Вже появляється, Путін не зламав, не купив, тут, виявляється, приїхав в Україну, і тут її залякають, там, вірніше було сказано, і куплять. Тут вже можуть. Це ж повний абсурд, це є заготовка на те, якщо вона раптом піде не в тому ключі, якому б декому дуже хотілося. О, да, это очень важно. Это является заготовкой на то, что если она шаг влево, шаг вправо от политики партии, то сразу же можно будет сказать: шпион Путина, шпион Кремля. Вон, смотри, шпионка побежала, лови. Давайте. Може бути, згадайте, обставини, коли її брали в полон, як загинули люди, як вона порушила наказ. Эва куда махнул. Это та самая история, которую Шаре озвучил сразу же, да, насколько я помню, по поводу того, как вообще взяли в плен. Но почему-то никто этого не вспоминал, а тут вдруг все уже припоминает уже. Да, вы вспомните там. Жорстко, грубо порушив наказ. Люди, які хоч трохи були в армії, ніколи на таке порушення не підуть. Це підсудно. В військові часи це була розстрільна справа, те, що вона зробила. За це не орден давати, це під стінку ставити. Вона герой. От скажімо так, вона герой. Але, можливо, вона була пізніше завербована, можливо, вона і зуміла зманіпулювати за методом злий слідчий, добрий слідчий, знаєте, це теж використовується. Ты же говоришь, что это абсурд. Если ее там не сломали, кто же ее здесь сломал? Медведчук, что ли? Медведчук мощнее Путина, что ли, а? Вона не буде флюгером
на відміну від фракції. А зараз вона має вибудувати себе як політика. І дуже багато людей вірять, що вони будуть будувати як політика, що це буде книжка не написана, яку вони записують. Я думаю, що це буде не так, вона себе сама буде створювати як політика. Не согнуть Надю, не написать в ней ничего, как в пустой книге, нет. Надя сама будет решать, что делать. И это ж хорошо, это нормально. Хорошо, а сегодня уже нехорошо. Випадку. Вона в певні моменти, коли вона говорить з папірця, вона говорить речі, які потрібні Росії. Іноді навіть тими словами говорить. Знаєте, ота ложечка для шпіона, на якій шпіон попався, ложечці в горнятку від чаю, це у неї вже така була, це коли вона задавала там якісь відео питання Юрію Луценку, і замість Генеральної прокуратури України сказала слідчий комітет України. Це, знаєте, так не помиляються. Все, уже пристебался уже к тому, что она перепутала и сказала Следственный комитет Украины. Но она же не сказала служу народу России, правда, при этом. В общем, резюмируй. Вона, я думаю, дуже скоро стане хорошим політиком. Да, она уже стала хорошим политиком. Хорошего политика, все, пора сажать уже созрела. Ну и теперь по поводу того, что сделала Надя. Что она сделала? Она пообщалась с лидерами самопровозглашенных республик. Мое отношение к этому негативное. Это лично мое мнение. Почему? Я не хочу обсуждать это за ее спиной. Я ей скажу свое мнение при общении нашем следующем. Но стоит ли ее за это сажать или стоит... Это она захотела так решать вопросы. Вот она решила вот так вот поступать. В любом случае переговоры с тамошними ведутся. Это факт, потому что иначе никто бы не освобождался. Правильно? Кто-то же эти переговоры ведет, кто-то же с кем-то эти переговоры ведет. Это же агенты Кремля с агентами Кремля общаются. Нет, просто Надю надо постоянно глушить. Надя это просто громоотвод. Если вдруг знаете... Так, министра бы нам надо снять, еще вот это, и еще пенсии маленькие. Давайте Надю Савченко лучше сделаем шпионом. Народ не верит. В большинстве своем народ не верит. Верят бабки, которые живут тем, что им расскажет телевизор. Но старательно работают над образом врага. Я не думаю, что она шпион. Нет. Пока.